Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня мы продолжаем обзор моего круизного костюма. Я вам расскажу подробно про нижнюю часть этого костюма. Это брюки. Брюки и юбка. Брюки представляют собой льющиеся, прямые, ровные от бедра. Абсолютно ровные. Благодаря тому, что они абсолютно ровные, я на них не делала ни боковой шов, ни внутренний шов. Здесь такая деталь интересная, что они с запахом. Внутренняя часть брюк накрывается верхней частью. И верхняя часть встречается вот здесь по центру вот таким вот интересным купоном. Ткань, вы видите, это тонкий шифон с рисунком. Рисунок мозаичный с добавлением таких красных вкраплений. И они создают такой ярко выраженный купон по переду. И вот этот купон у меня как раз проходит по центру моих брюк, вытягивая одновременно форму, удлиняя. Сейчас верхняя часть брюк на поясе. Пояс — это резинка по всему объему. Обычно я люблю делать так, чтобы резинка была на спине и по боку, а передняя часть проклеивается и плотной. Но в данном конкретном случае, так как это тонкий шифон, мне захотелось сделать крой с цельнокроенным поясом, с подворотом и вставить во всей окружности резинку. Вот вы можете посмотреть эту модель со всех сторон. Здесь у нас ничего лишнего, свободно ниспадают. Юбка, брюки. Или же этот фасон, сейчас такие ровные, объемные, прямые брюки, называются палаццо. Для этих брюк мне понадобилась двойная длина ткани. Здесь цельнокроенный пояс с подворотом. Это тоже нужно учитывать. Поэтому вы замеряете длину вашей ноги по боку от линии талии, плюс ширина пояса, подворот. Допустим, вы делаете брюки на каблук или без каблука, это вы уже как бы сами отмеряете желаемую длину брюк. Вот конкретно у меня длина по боку брюк 1,10 м до талии, а по внутренней части брюк 85 сантиметров длина. И, соответственно, плюс ширина пояса с подворотом, это плюс 12 сантиметров. То есть 1,10 м плюс 12 – это 1,22 м сантиметра. Умножаем на 2, так как это двойная длина, получается 2,5 метра. Нам нужно на брюки. Юбочка получается с выпада бокового, вот лишний выпад ткани. И у меня как раз в этом выпаде разложилась юбка. И вот она по долевой выкраивается. Вот купон выложился внизу. То есть вот мой долевой купон, расположение его поперечное. И дополнительным таким бонусом у меня возникла юбка. Вот я не стала усложнять ее каким-то особым кроем. Абсолютно ровная, прямая, на резинке. По объему бедер весь лишний с одним швом сзади, весь лишний объем ушел в резинку на талии. Поэтому вот вы сейчас можете увидеть, как делается юбка на резинке. То есть объем бедер, желаемая длина, и все это с одним швом собирается, подворачивается кулиса, в которую вдевается резинка. Вот конкретно в этом случае
Это максимально простой фасон. Юбка на резинке, но справится любой новичок. Учитывая, что это шифон, и у меня был достаточно большой выпад, так как это 2,5 метра длиной, то я здесь сделала из этой ткани, сделала сразу, вот она двухслойная, слой подкладки. Просто мне уже как бы захотелось, чтобы оно все было в одном ключе с одной ткани. А на брюках у меня возникла необходимость также в подкладке, но подкладка была это из однотонной ткани сделана, и она у меня как раз доходит до моего разреза. То есть вот в этой части у меня зашит участок, который мне держит эти брюки, не дает им раскрываться. Вот, то есть до необходимого длины вот здесь у меня зашито, и как раз в этом месте завершается подкладка моих брюк, вот такие так называемые шортики удлиненные. Поэтому как бы все здесь аккуратно, красиво, закрыто, непрозрачно, но в то же время воздушно, легко и свободно. Все нюансы именно непосредственно в крое, размеры мы сейчас с вами посмотрим на моей выкройке. Выкройка моя состоит из двух частей. Это верх, брюки, и выкройка шорты. Брюки, верхняя часть, это спинка, переходящая вперед. Вот это вот верхняя часть, которая накрывает у нас и доходит до центра переда. Она соединяется по боку, без шва, абсолютно под прямой линией. Ну вот прямой линии, без выточек, без заужения, то есть она прямая. Соответственно, спинка переходит перед по внутреннему шву тоже по прямой линии, без заужения, по прямой ровной линии до низа. У меня нет ни бокового шва, ни внутреннего. У меня есть шов сидения. И здесь мы видим, что вот моя спинка. Вот если мы приложим шортики, то здесь есть меточка. Вот как раз меточка внутреннего шва. А с этой стороны вот эта вот линия, это линия центра переда. И я добавляю 5 сантиметров вот здесь, для того, чтобы верхняя часть нашего полотнища заходила на него. Ну вот мы сейчас это продемонстрируем. Вот я складываю наши брюки. Я сложила по внутреннему шву, теперь по боковому шву, и у меня образовалась вот такая труба. Вот. И вот это верхнее полотнище, оно вот здесь подошло к шву сидения по переду, вот этот шов. И это центральная линия переда, вот она у меня наложилась на мою линию. Вот здесь вот центр, это линия, по которой обычно заглаживается стрелка на брюках. Ну вот конкретно по этой линии у нас будет шов, и он будет заканчиваться чуть выше линии колена. То есть я могу даже вам сказать этот размер. Вот от талии на расстоянии 55 сантиметров. Вот это вот точка на расстоянии 55 сантиметров от талии. Так, пояс у меня 10 сантиметров. Вот этот вот участок. Участок на резинку с подворотом. Теперь конкретно для моей фигуры, для моего 54 размера, у меня получается
от спинки, от шва сидения до центра переда, тоже до шва сидения 59 сантиметров. Вот здесь по линии бедер. Вот здесь у меня 59 сантиметров. От нашей линии, где будет проходить строчка, до шва сидения по переду у меня 12 сантиметров. Здесь 12 сантиметров. Это участок. А вот этот вот участок весь 59. Так, ну и соответственно здесь 47 сантиметров. Так, это привязочка по переду. Теперь по спинке. Спинка переходит вперед. Шов сидения у меня по бедрам вот здесь 22 сантиметра. Здесь 22 сантиметра. До внутреннего шва 15 сантиметров. Вот этот вот участок 15 сантиметров. А по переду у меня 6,5. Вот здесь 6,5. Теперь я вот здесь откладываю вот этот вот участок. Это вот наши 12 сантиметров. И здесь 4,5 или 5, 4,5-5 сантиметров. Это вот здесь у меня вот проходит вот такой вот как бы заход. Вот здесь шов, и за него вот здесь вот 5 сантиметров я дала для того, чтобы когда я вот настрочила вот этот шов, он у меня прошел вот. Это нижняя часть, а это верхняя. Вот верхняя часть 12 сантиметров, а вот этот вот участок 5 сантиметров. Он как раз по нижней части нашего переда, а вот это верхняя часть нашего переда. Вот она. Так, дальше наши бедра, линия бедер. 17 сантиметров. Так, а здесь у меня 9,5 сантиметров. И до нашего пояса так 4,5, 4,5 и плюс 1 сантиметр. Так, значит, это проходит резиночка наша и припуск на обработку этого пояса, подворот. По спинке, соответственно, у нас здесь дается шов сидения больше, чем по переду, поэтому мы его тоже сделаем привязочку. Вот от линии бедер 20 сантиметров до нашей резинки. У меня 11 сантиметров. Вот я наш шов сидения образмерила со всех сторон. Длину спинки с передом. Это вот вдоль нашего пояса по талии 58 сантиметров. Внутреннего шва у меня 86 сантиметров. Но после примерки она немножко длина укоротилась. Мне как бы не нужны сильно были длинные брюки, поэтому у меня длина в итоге после примерки 83 сантиметра. В принципе, это на подворот низа, но так как у меня края и обработка всех
швов ролевым швом. Ну, в вашем варианте может быть двойной шовчик аккуратненький или же зигзаг. То есть как вам уже, как вы сами захотите, так и обрабатывайте. По боку 1,15 м. Ну, а у меня в итоге получилось 1,12 м. Общую ширину 97 сантиметров. Это 54 размер. Вот. А вы уже на свой размер можете или схлопнуть участок вот по боку пропорционально, по шву сидения. То есть вы можете, в принципе, приложить свою основу брюк и просто выровняете вот эти боковой шов, внутренний шов, и у вас получится такая выкройка. 97 сантиметров при, допустим, ширине ткани 1,40 м или там 1,5 метра, в зависимости от того, какая ширина ткани. Вот лишний участок, который выпадает у вас, 53 сантиметра. И вот эти наши 53 сантиметра, из них вы можете пошить юбочку. Вот как я в данном случае вам продемонстрировала. То есть у меня хватило на двойную такую аккуратненькую юбку. У нас есть размер нашей ширины верха 97 сантиметров. Соответственно, в одну ширину ткани мы не можем поместиться, поэтому нам нужно две длины, потому что нам надо две брючины, и, соответственно, нам надо 1,15 м плюс 10, это 1,25 м, общая длина. Вот общая длина 1,25 м, и, соответственно, две длины это 2,5 метра. Но можно, опять же, сделать длину 1,15 м и пришивной пояс. Если, допустим, вы не хотите на резинке, может возникнуть выточка в боковой части, может возникнуть выточка на спинке, может быть впереди змеечка и войти в пояс. Пояс вы можете покроить из выпада. Сбоку у нас выпад большой достаточно, в котором я разместилась юбочкой, так как 1,5 метра ширина ткани, и у нас остается 50 сантиметров. И вот вы в эти 50 сантиметров, если хотите, делаете юбку, можете не делать, можете сделать просто шарф или же пояс отрезной, тогда, соответственно, вам достаточно будет 2,30. То есть это уже вы на свой вкус. Захотите вы это изделие делать на резинке, цельнокройное с подворотом, цельнокройным поясом, или же без. Так, теперь наша подкладка, наши шортики. Вот они у меня длиной 40 сантиметров. 40 сантиметров. Вот, но можно их делать и длиннее, до нашего разреза. Пояс нам не нужен, поэтому я его загнула. Он входит, подкладочка входит в пояс, в верхний пояс брюк. Значит, вы видите здесь спинка, а это перед. Тоже все по прямой. По прямой также соответствие нашей верхней выкройки. Ширина 59 сантиметров. Ну вот, это моя рабочая выкройка. Здесь опять же она была использована на разные размеры. И вот тут у меня я делала схлопывание на более меньшие размеры. То есть в зависимости от того, какие были
фигуры моих клиентов. Костюм это фаворит в заказах, он нравится, его любят. Сейчас сниму с манекена мою юбочку, посмотрим, что она собой представляет. Вот у меня перед со сгибом, а шов на спинке. Так, ширина этой юбки 1,16 м, а длина ее 45 сантиметров. Обхват бедер 1,12 м, поэтому 4 сантиметра это свобода на обливание. Она у меня двойная, аккуратненькая. Край обработан ролевым швом, подобран в цвет фона темного синего. Вставлена резиночка. На любителя, если вы хотите, это все можно будет собрать выточками и сделать молнию в этот наш задний шов. По нашей выкройке, которую я вам сегодня продемонстрировала, можно пошить отдельно брюки. Они могут быть самодостаточным элементом в вашей гардеробе. Вы можете прекрасно их выполнить из однотонной ткани, из чего-то более плотного, креп-шифона, непрозрачного, шелковые брюки летние. Они реально классные, оригинально смотрятся. Они могут быть как пляжные, так и вечерние. Как, впрочем, и юбочка, она тоже может вам пригодиться летом, как отдельная самодостаточная деталь в вашем гардеробе. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Не забывайте подписываться, ставьте пальчик вверх, приходите на мой канал. Я буду радовать вас своими новинками, своими разработками. До новых творческих встреч. Всего вам доброго!